Доброе утречко, всем среды. Вот так вот у них поднимают мебель, технику, все стройматериалы. Никто ничего, в данном случае, наверное, делают крышу. Никто ничего по ступенькам не поднимает. Здесь настолько узкие лестничные проемы, особенно в центре, в старых домах. Это караул. Я не знаю, как там даже можно пройти человеку такой полной комплекции. А если еще с какими-то сумками, знаете, с каким-то чемоданом. Караул. Узкие, очень узкие. Прям уже, чем у нас. Девочки, я направляюсь на маникюр сегодня. Вот, к новому мастеру. Хочу сказать, что прошлый мастер мне не понравилась. Стоимость у нее была 50 евро. Собственно, сегодня тоже 50 евро, но 45. Вот, ну, понятно, я еще оставила чаевые. Но я не могу, чтобы мастерам в этой сфере не оставлять чаевые, как бы, ну, не знаю. Вот, но сделано было вообще на тяп-ляп. То есть, понимаете, 50 евро цена, ну, максимальная, да, здесь. То есть она подразумевает хорошо сделанный маникюр, как бы безупречно. 35 допускает какие-то там погрешности, какое-то там несовершенство, вот. Было сделано просто на тяп-ляп. Я смотрела даже, как она делала в тот момент. Все быстро, там затекло, залило, там не досохло. А, ладно, там что-то вроде как подпилила, вроде как подправила. Дома же я увидела, что там, собственно, вообще, ну, не совсем это все красиво. Потом это все, ну, поносилось немножко, 2 недели поносилось. Потом подходила, ну, это такое, вообще, ну, это форма была сделана отвратительно. То есть ее вообще, ее никто не сделал. Поэтому я не хочу дальше ходить к тому мастеру однозначно. Буду потихонечку искать себе своего. Вот подсказали девочки мне сегодня. Ну, посмотрим, как бы. Честно, иллюзий никаких не питаю. Ну, уже что будет, но уже пора. Пора есть там у меня. Еще одно я написала. Ой, мне так рекомендовали ее, но я не пойму, то ли любитель, то ли что. В инстаграме ни прайсов, ни контактов, никаких, ничего. Просто фотки. И все, и написала, она не ответила до сих пор. Ну, такое. И больше никаких других контактов нет. А мне ее дали только инстаграм. Вот. И там вообще даже ни сообщений нету. Ну, человек убрал. Такое как просто как бы хобби, выставлять работы, но связаться с ней, ну, невозможно. Как-то так. Ну, короче, не ответила, поэтому я еду сегодня вот к другому мастеру. Дай бог, что все сложится. Так вот у нас дела обстоят сейчас. Такое ощущение, как будто бы, не знаю, как будто бы март месяц, потому что тепло и сухо. Вот. Но вроде бы как опять скоро будет там 3-4, но ниже нуля пока вроде бы как не предвидится. Вон птички поют, слышите? Вообще отлично. Вот стою на остановке и как раз вижу с 5 декабря по 4 января будет работать ярмарка в Антверпене. Вот. А 6 декабря здесь, да, наверное, же у нас, да, сейчас это Святой Николай. Вот так вот. Очень удобное пальто, вот это я вам хочу сказать. На любую погоду. Если, допустим, совсем холодно, взял, одеть там, ну, не знаю, толстовку там с капюшоном, что угодно, теплый свитер. Вот, если такое себе, знаете, в любом случае, вот как я сейчас, вот такой свитшот одела, не свитшот, как это называется, господи, как футболка с длинным рукавом. О, господи, как это называется? Ладно, вы поняли, футболка с длинным рукавом у меня сейчас. И мне вообще идеально, потому что на улице тепло. Вот, спину закрывает, все закрывает. Вообще отлично, оно такое удобное, мягкое. Очень рада, что я его купила. И я его очень давно хотела купить. Именно вот такой вот букле, чтобы это было именно вот такой длины. Ну, не знаю, что я хотела, как халат, вот под пояс. Ну, уже что нашла, то нашла. Даже сейчас я больше рада, что оно вот такое вот. Не под пояс, я имею в виду. Вспомнила, господи, это ж я не успокоюсь, пока я не вспомню правильное слово. Long sleeve я имела в виду. Да, футболка с длинным рукавом называется long sleeve. Вот так вот. Все, я буду спокойна.
я не люблю связываться с автобусами. Кто б только знал здесь. Трам в любом случае ты уедешь. Ну, как бы там ни было, пусть там разница будет, какой-то там, может быть, будет отменен, ну, пусть разница будет в 5-10 минут. Но автобусы, ну, это катастрофа просто. Захотел — поехал, захотел — не поехал. Вот сейчас в 10:04 должен быть автобус. Все, его нет. И не пишется, что отменен, не отменен, опаздывает. Все, ну, его просто нет. А у меня назначено четкое время. И туда не доберешься на траме. То есть там только идет автобус. И только вот один маршрут. И все. Ну, выходить же я не буду за 2 часа. Ну, сегодня же вроде уже не забастовка. Ну, что это такое? Вот это вот дом престарелых. Один из. Здесь дома престарелых по уровням. То есть старики, которые могут еще себя обслуживать. Потом старики, которые уже не могут, которые уже там в колясках, которые уже там лежачие, которые там уже с различными проблемами, там с деменциями. Плюс категория там очень комфортная, не очень комфортная, как бы так. Так, я немножко не туда повернула. Очень их много. Я вам скажу, так же, как и школ. И что самое интересное, не хватает на всех. Не хватает попасть в дом престарелых совершенно непросто и недешево. Вот так вот. Здесь, конечно, старики как бы, ну, здесь не считается зазорным. То есть, если старик, там родители живут уже совершенно старенькие, живут в доме престарелых, потому что у них здесь уход обалденный, просто, насколько я поняла, условия, плюс общение, потому что зачастую, ну что, ну не могут дети дать своим родителям, правильно, как бы столько общения, сколько им, может быть, бы хотелось бы. А здесь как бы у них там сверстники, все такое. В общем, они все довольны. И даже я знаю наших украинцев, которые здесь уже, ну, одни там с начала войны, вторые там до войны приехали. Еще задолго. Вот. И родители потом позабирали. И как-то им удалось определить. Вот. И, ну, очень довольны эти родители. Прям, ну, счастливы. Понаходили себе подружек. У кого-то там даже какие-то амуры случились. Ну, понятное дело, в возрасте таком, наверное, 70 еще там, может, чем-то, ну, довольны. Это совсем не входит в наше представление о домах престарелых, как у нас это были. Вот. Хотя у нас, к слову, если частные, тоже говорят сейчас. Все, я уже сделала. Ну, заметно приятнее, чем было в прошлый раз. Правда, не без нюансов, немножко здесь вот, ну, как бы печет, близко, но это как бы такое, знаете, это не слишком принципиально. Вот, в общем, мне вроде бы как неплохо. Вот, посмотрим, конечно, как будут носиться. Вот. Вы поглядите, что творится. Весь Антверпен в технике, весь Антверпен перерыт, ведутся работы, ну, не знаю. Может быть, конечно, им так удобнее, чем летом в жару. Так, у меня следующий пункт назначения не дом, не домой, а в библиотеку. Я вчера как посмотрела, а я уже просрочила сдачу книжек. Нужно было сдать еще вчера. Вот, и надеюсь, мне за это ничего не будет. Вот сейчас иду, и Валерия несу, и свои. Вот, потом поеду домой. Нужно будет что-то приготовить, поесть там, не знаю. А потом еще на 5 часов мне нужно ехать по своим важным делам. Вот так вот, не знаю. Пока сейчас туда-сюда, пока накатаюсь. Не знаю, успею ли я что-то приготовить или не успею. В последнее время у меня вообще на еду не хватает времени. Катастрофически. Но я поздно ложусь и поздно встаю. И, может быть, из-за этого как-то по-бестолковому, конечно. Я себе организовала, но я всегда такая была. Я сова, прям сова совестна, как говорится. И ничего меня уже не исправит.
когда я рано встаю, мне это нравится. Когда у меня часто раньше была работа, еще в Украине, я там невест готовила, делала прическу, я вставала очень рано, ездила и на 4 утра, и на 5 утра. И мне так нравилось это ощущение, что ты рано встаешь, есть время там попить кофе вообще в тишине на рассвете. Потом ты уже дело сделал, у тебя целый день впереди. Ну, короче, нравилось. Но приучить себя к этому на регулярной основе физически я не могу. Потому что у меня совершенно другие внутренние часы. Так, видите, с вами болтаю, уже и дошла. Хороший здесь такой райончик такой уютный. Но почему-то сейчас так грязно. Не пойму, почему здесь. Вообще, если ты в срок пропускаешь сдачи книг, то за это полагается штраф. Но я надеюсь, что один день роли не играет. А может, и играет. Ой, я не готова сегодня платить штраф. Так. Вот здесь вот такая вот система. Надеюсь, сейчас все будет хорошо. Так. Одна поехала. Так. Следующая поехала. Угу. Так. Заезжает. И вот так вот. Так, Клар. Потом дальше. Ой-ой-ой. Так, сюда. Вроде бы Клар. Это готово. Все. Все, я пошла. Брать ничего не буду. Или взять что-то. Я не помню, карту брала, не брала. Наверное, возьму что-то. Может, все-таки у меня хватит совести сесть и начать заниматься. Только что с девушкой разговаривала с маникюрщицей. Она то же самое говорит. Говорит, сказали ей газеты, говорит, читать полезно. Понабирала, говорит, ты что? Короче, у всех дефицит времени. Поэтому не только я такая. А то, я думаю, одна я такая неорганизованная. Так, куки. Угу. Безук, не знаю, что мне делать с этими куки. Так, взяла я здесь себе 5 книги. Видите, вот такие беру, детские. Ну, думаю, почитаю что-то. Видите, сидят дети здесь. Там есть компьютерная зона. Ну, основные, допустим, какие-то моменты, взять книги, сдать книги, ты можешь сам, не привлекая никого. Мне это очень нравится. Я вообще стала чувствовать, чем меньше коммуникаций, тем лучше для меня. Мне так спокойнее. Так, все, теперь еду домой. Потом поеду дальше. Так, я пришла в польский магазин. Хочу купить творог. Хочу купить сметану и кефир. Грибы, да? Грибы, Марк. Грибы хотел. Пойду сейчас посмотрю, пока не забыла. Ага, хлеб есть. Нет грибов. Что все такое страшное здесь. Ладно.
Творог. Так, а сколько же здесь процентов? Красный. О, блин. Так, сметана здесь. Может взять сразу большой, 450. 4. Вот я сейчас приехала, сейчас не час пик считается, сейчас 2 часа дня. В 4 часа дня будет уже пипец, уже будут со школы, уже очень много ехать, с работы, со всего. Посмотрите, какой трам приехал длинный. Смотрите, практически как поезд. Посмотрите, какой. Как будет в час пик, будет 3 вагончика ездить и будет битком все забито. Это просто классика жанра. Марк заказал купаты. Думаю, как раз и Валерию будет. Придут и себе в гриле приготовят, когда меня не будет. Вот хлеб. Таких 2 взяла. Йогурт. Это такой вкусный йогурт. Девочки, я брала там в Lidl, немножко другой. Ну, тоже в литровой банке, но другой бренд. Ну, такое себе, знаете. Ну, ничего выдающегося. Этот просто как масло. Такой вкусный. И именно вот синеньким. Потому что есть еще джамбо беленький. А это именно синеньким. Он ну, просто неимоверно вкусный. Думаю, какой бы его салат приготовить. Джамбо, овощи. Ну, такое, знаете, смехота. Цены сумасшедшие, а качество, ну, просто ужасное. По той же причине и мандарины. Последнее время не могу взять здесь, потому что они через один все какие-то водянистые и гнилые. Поэтому Валерий где-то берет их у марокканцев. Там у него там есть свои места. Я вам скажу, я туда ходить небезопасно одной, поэтому я туда не хожу. Он там берет. Зато там дешевле все. И рыба, и овощи, и фрукты, и все. Так, сыр взяла. Вот такой. Грибы. Марк последнее время прям у нас грибной стал. Страшное дело. Потом взяла такую же. Сначала быстро глянула, думаю, я что, взяла 2 йогурта. С перепугу нет. Это я взяла в польском магазине сметану сразу большую, потому что на самом деле быстро уходит. Потом взяла ромашку, конфетки. И взяла маме взяла коровку Рошен. Я так поняла, вот это экспортные. Так, взяла кефир. В польском. Взяла творог. Ну, все точно такое же, как я маме вчера брала. Вчера думаю, что я себе не взяла. А потом думаю, боже, ну куда бы я еще себе ложила. И так вчера с полной сумкой разгуливала. Потом взяла книжки. Видите, что я читаю? Вот так вот. Для малышей. Поняли? Такую взяла. Про лагерь взяла. Там что-то про маму, про доктора. Ну, такие детские книжки взяла. Все, девочки. Покупки на сегодня. Вот это все. Короче, это джамбо где-то было. Вот это все, между прочим, кроме книг, соответственно, на 35 евро. 14 евро я отдала в польском магазине. Это 2 конфет. И вот это все. 14 чем-то. И 21 евро вот это. Ну, еще и вода 5-литровая. Не знаю. А, тут только 10 евро, только вот эти купаты, собственно говоря. 3 вот это вот, ну, собственно, да. Так и есть. Так что вот такие вот дела. Только что спускалась к маме. Короче, плохо она себя чувствует. Уже вот это несколько дней, ну, такие перепады погоды, что это совершенно неудивительно. Поэтому мы возили ее к врачу. И у Даши не сильно башка болит. И у Валерыча там и горло тоже состояние. Короче, все плохо себя чувствуют. Вот, маму возили к семейному врачу.
она сделала назначение. Короче, от гипертонии, хотя у мамы именно сердечное давление высокое, у нее, ну, с сердцем проблемы. Вот, и какие-то, ну, слабенькие какие-то таблеточки по ходу. Вот, и дешевенькие, но через страховку вышли там что-то 2 евро. Зато она назначила парацетамол обязательно. Вот, и он именно потянул там что-то около 10, а может быть даже немножко больше 10 евро. Парацетамол зачем? Она говорит, что обезболивающее для колен. Какое обезболивающее, ей же ничего не поможет. Ей чуть-чуть помогает немесил, и то, и то. Она потом натрудит, знаете, под воздействием него. Потом еще неделю вообще не может встать, потому что, ну, сами понимаете, что под действием обезбола она их натрудила, видимо, что там уже такое состояние, что... Ой. В общем, когда отходит, и потом вот эти все боли, вот это вот последствия вот этого, что она натрудила, не дают ей жить достаточное количество времени. Вот. Поэтому вот это она назначила парацетамол как обезболивающее, хотя оно там еще жаропонижающее, хотя у нее нет таких признаков. И пришлось купить, попробуй не купить, потом скажет, почему ты не выполняешь рекомендации доктора. Начнешь умничать, скажет, ты такая умная, иди лечись сама, значит. Короче. Девочки, что я еще хотела вам сказать. Нам же YouTube присылает авторам, ну, письма всякого рода на электронную почту, там и аналитика, там и советы всякие разные, и нововведения, и, в общем-то, если авторские права, в общем, все такое прочее. И рекомендуют, конечно же, общаться со зрителями, что-то им там вот все это показывать, просить постоянно о чем-то, рекомендовать, то есть держать связь. Но мне просить стыдно. Я не могу. Я почему-то все время это отодвигаю, думаю, это зрители сами поймут, а зрители сами догадаются, увидят, не хочу, не буду, мне неприятно. Ну, короче, смотрю, что, в принципе, никто ничего не заметил, кроме Даши, еще одной девочки. Она написала мне в Инстаграм, вот, что да, действительно появились, YouTube ввел для авторов новые функции, получается. Точнее, как бы для зрителей, но как бы в пользу, как поощрение для авторов. Вот, вы можете захайпить, видите, вот кнопочка, вот, захайпить. Я не знаю, как это работает, для чего, но я думаю, какая-то польза все же есть. Если они это ввели, значит, польза есть. Там вроде бы как идет, что помоги автору на начальных порах, помоги ему продвинуть видео куда-то там в рейтинг. Ну, в общем-то, я думаю, что все же как-то работает. Но работает, не работает, но я была бы вам очень признательна, если бы вы время от времени помогали и нажимали вот эту кнопочку «Захайпить». Вот. Там в месяц вы можете 3 раза ей воспользоваться. Можно сразу на одно видео прям 3 раза, а можно, ну, по одному, допустим, ну, на видео, которые вам там особо зашли. Вот, ну, в принципе, вот так. Потом вот появилось «Спасибо». Вот такая вот функция, где вы можете выразить спасибо, ну, зрители, я имею в виду, в денежном эквиваленте тоже сумму любую можете выбирать и автору тоже знак благодарности отправить. Вот вы это можете, конечно же, и для других авторов это все работает. Я вам просто показываю, какие есть функции. Потом есть суперчат. Вот, он создан, в принципе, вот как раз для любителей вот таких вот личных вопросов, слишком каверзных. То есть там за отдельную плату, конечно же, типа закрытой группы. То есть это тоже платно. Вы можете задавать вопросы, которые, может быть, не принято задавать прям на всеобщее обозрение. Как-то так. Так что вы можете пожаловаться. Раньше было это здесь в уголочке. Там 3 точечки, допустим, там было «пожалуйста», теперь вот просто под видео. Но хейтерам сразу могу сказать, что YouTube не рассматривает все подряд, то есть он четко отличает там, где действительно есть причина, чтобы жаловаться, вот, где просто это выражение какой-то неприязни или личной какой-то, знаете, личных каких-то там отношений, личного характера. Так что вот такие вот пироги. Мне, конечно, стыдно об этом просить, потому что я знаю, что лайки проблема поставить. Вот смотрите, 1000, ну на самом деле больше сейчас просмотров, это здесь столько на основной странице, а на самом деле больше, на самом деле 1,4 сейчас просмотров и 204 лайка. Кстати, я там в другой аналитике я увидела, что там кто-то одно и то же количество девочек
ну, доброжелательный, ставит постоянно дизлайки. Я хочу сказать, что желающих вы, пожалуйста, не забывайте, ставьте мне их побольше, почаще, потому что это тоже как бы считается как активность, тоже идет на пользу. Так что не стесняйтесь, ставьте дизлайки как можно больше. Так, девочки, ну что, 9:30 вечера. Я только освободилась. А дома меня ждет сюрприз. Больной Валерий. Вот, ему очень плохо. Всех поднял на уши. Капец. Нет слов, верите?